Привет, меня зовут Михаил, и сегодня я снова готовлю вырезку. Я очень люблю вырезку. Сделаю с офигенным сырным соусом, который можно вообще подавать отдельно с пастой. Но мы будем делать сегодня со шпинатом, потому что мы идем сегодня здоровый образ жизни. Тема такая. Это самая мягкая часть мяса. На мой взгляд, для домашнего повара самая хорошая, потому что испортить ее очень сложно. Вот эта огромная мышца, которая идет внутри ребер. У нее три основные части. Вот эта большая часть называется головка. Из нее делают шато-бриан, и именно ее мы будем готовить. Вот эта часть филе миньон. Я уже делал филе миньон, можно посмотреть по ссылке в описании. Да? Вот эта часть прекрасно подходит для тартара, который я, собственно говоря, тоже готовлю. Поэтому я сейчас сделаю вот так. А это я уберу и потом буду готовить другие блюда. Да? У нее есть вот эта вот пленка. Пленку нужно снять, потому что она жесткая и невкусная. Прямо вот так поддеваешь и срезаешь. Поддеваем, подрезаем. Вот у нас получился отличный готовый кусок вырезки для нашего блюда. Я сделаю сегодня очередной очень прикольный соус, который сочетается. У меня здесь есть мясной бульон, который я делал сам. Мне потребуются сливки, мне потребуется херес, мне потребуется хересный уксус, сливочное масло. И делаем следующее. Включаю газ, добавляю 150 грамм сливок. Добавляю херес, это 50-70 грамм. И добавляю хересный уксус. Причем из-за уксуса сливки свернутся, но это ничего страшного. Это 30-40 грамм. И еще где-то 40 грамм сливочного масла. Мы же не хотим похудеть, да? И соус у меня будет вариться, а я пока продолжу заниматься мясом. Я люблю, чтобы мясо было красивой формы, да? Поэтому я его слегка связываю поварской нитью. Без фанатизма, не надо слишком, как тут Алена Водонаева пыталась перепелок уже мертвых задушить, да? Так завязывать не надо. Просто буквально 2 раза перевязываю. Вот у меня получилась аккуратная красивая форма. Немножко поливаю оливковым маслом. Включаю сковороду. Без антипригарного покрытия, да? Обмазываю. Соль, перец, еще перец, еще соль на сковороду. И мне нужно его немножко обжарить, чтобы образовалась такая корочка снаружи. Так, вот мясо начинает у меня поджариваться, да, я его переворачиваю. Мне нужно, чтобы соус уварился где-то на треть, по крайней мере. Переворачиваю. Когда мясо отлипает от сковородки, да, значит оно прожарилось. Ну, пока не отлипло. Жарим дальше. Соус кипит, мясо жарится. Чем заняться повару? А вы пока можете поставить лайки, подписаться. И не забывайте ставить колокольчик, да, потому что YouTube работает очень странно. Это вражеская система, очевидно, она сделана так, чтобы никто никого не видел. Потому что, когда вы ставите колокольчик, тогда вы узнаете, что вышел новый ролик. Немножко дыма, мы же без дыма тоже не можем, да? Еще добавлю масла растительного. Ну, как мы любим, да? Закоптим потолок сегодня, интересно или нет? Вставляю щуп. Ставлю его на 53 градуса. Выключаю огонь. Ставлю мясо в духовку. Духовка нагрета 210 градусов. Я жду, когда у меня внутренняя температура мяса будет 53 градуса. Пока я проветрю, выпью бокал вина, мы все успокоимся.
Так, ну что, у нас прошло примерно 10 минут. 52 из 53. Я достаю мясо. Значит, что я делаю дальше? О, 53 градуса. Теперь я увеличиваю до 58. 58 это тоже medium rare. И мне нужно, не убив себя, переложить мясо в фольгу, закрыть фольгой, чтобы оно доходило до 58 градусов. А пока я займусь соусом. Соус сливочный, хересный и абсолютно безвкусный, потому что там нет соли. Но это мы исправим. Сначала я беру горгонзолу. Есть много разных сыров с благородной плесенью, так называемый. Да? Самый знаменитый, пожалуй, Рокфор. Это овечий сыр, французский, очень дорогой. Второй по знаменитости — это итальянский горгонзола. Это коровий сыр. Он имеет такой очень характерный сладковатый вкус. Бывает горгонзола дольче, горгонзола пиканта. Я беру дольче, потому что она послаще. И мне нужно где-то 150 грамм, 100. Я режу ее на кубики. Не особо заботьтесь об их качестве, потому что я буду это добавлять. Какая же вкуснота. Я буду добавлять в соус. Продолжаю уваривать на спокойном огне. Как-то так. 56 градусов. Если вы будете делать этот рецепт, пожалуйста, потратьте деньги на горгонзолу. Она стоит немножко подороже. На рынках продается не контрафакты, настоящая итальянская, да. Но даже наши сыроделы сейчас делают неплохую горгонзолу, но не покупайте, пожалуйста, вот этот дорблю, еще какую-то дрянь, потому что он абсолютно несъедобный сыр. Его не стоит. Очень хорошо. Его не стоит использовать для еды, да? Пока у меня это готовится. О, мясо готово. Я открываю мясо, потому что я не хочу, чтобы оно больше пережаривалось у меня, переваривалось, да, оно готово. Значит, к этому мясу прекрасно подходит паста. Пасту можно смешать с сырным соусом. Но я сегодня сделаю шпинат, что, на мой взгляд, более полезно и даже более вкусно, потому что, смотрите, мясо имеет вкус умами, вкус мяса. Горгонзола будет островато-солоноватая. Шпинат имеет характерный землянистый такой травяной вкус. И вместе это будет прям шикарное сочетание, да? Я помыл шпинат. Он немножко подвядший, но это не страшно. Вырезаю вот эти вот ненужные попки. Их выкидываю. Включаю сковороду. Немножко масла. Мне нужно всего-навсего бросить его сюда. Посолить. И буквально сделать так, чтобы он подвял. Чуть-чуть перца. Все. Шпинат мне нужен не для того, чтобы набить желудок, да, потому что мясо у меня кусок большой, а для того, чтобы дать такой легкий хайлайт, да, всему этому делу. Проверяем, что у нас с соусом. Соус хороший. Я не солил до этого, потому что горгонзола соленая, поэтому немножко перца. Перемешиваю. Опять-таки, консистенция соуса. Я предпочитаю, чтобы у меня соусы были такие довольно жидкие, да. Если вы любите более густой соус, то просто чуть-чуть дольше уваривайте. Это бомба. Ниточки я снимаю. Вот мясо. Немножко можно было поменьше, на мой вкус. Оно получилось скорее medium, чем medium rare. Но вполне себе тоже неплохо. И теперь раз.
2, 3, 4. Я не люблю поливать соус на мясо, да, я предпочитаю, чтобы соус был на тарелке. И оставшийся соус я подам в соуснике. Самое главное забыл. Вырезка с соусом, с горгонзолой, с хересом, со шпинатом. Несколько потекли, должен срочно идти это попробовать. Ну что, мы снова пробуем вдвоем, да? И тебе, что ли, да? Нет, сегодня только мне. Удивительное сочетание горгонзолы с хересом и с мясом. Шпинат. Вот ты сейчас сядешь и закроешь весь вид, да? И, конечно же, царское вино. Я бы это, если честно говоря, ел каждый день, только вино очень дорогое, поэтому... Короче говоря, это сделать просто. Почему не нравится этот рецепт? Да? Потому что очень сложно пережарить мясо. Если вы контролируете, то есть вы его обжарили, 10 минут в духовке, 10 минут в фольге, у вас будет всегда такой вот розовый хороший результат. Поэтому готовьте, пробуйте новые, подписывайтесь. Приятного аппетита. Ваше здоровье. Как же хорошо, это вкусно. Даже лучше, чем с макаронами, если честно. Я очень доволен.